Усім прывітанне, меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Не будем терять рабочий настрой. Вчера я выпустила предыдущий влог и решила, будем продолжать потихоньку так и двигаться. То есть никаких рамок, когда видео должно выйти, вот как набирается, так и выпускается. Я думаю, что на данный момент, наверное, я могу такой вариант себе позволить. Так, микрофон проверила, включен. Если честно, я хоть и вчера выпустила этот влог, то есть я открыла доступ, но он был снят до этого, и последнее время а, у меня память стала не такой, если раньше я все помнила, то сейчас я периодически забываю многие вещи, и я забыла, о чем я вам рассказывала. То есть я помню частично, какие игрушки вам показывала, вот, но точно, на чем закончила, я не помню. Но помню, что показывала детальки вот для этого сиамского котика. Я его закончила, написала девушке, которая просила этого котика, и она сказала, что хотела глазки, как я делала в одном сиамском котике. Там были глазки сделаны на распечатке, и, если честно, можно было бы сделать, но мне не нравится сама идея. Объясню почему. Я вот смотрю свои вот эти глазки, да, и те глазки, которые я делала сама, сейчас я покажу вам, что с ними со временем стало. Конечно, они здесь стерлись о другие глазки. Так, не хочет. Сейчас я приближу, чтобы сфокусировалась. Мгм. Не видно вам так, да? Ай-яй-яй. Всё это вам показать, чтобы было видно. Вот глазик, который я делала сама. Сейчас возьму глазик. Будет ли видно? Нет, к сожалению, не видно. В общем, вот этот глазик, который я делала сама, он стал более тусклый. В общем, что-то с ним произошло со временем, и мне не нравится, как он выглядит. Он не так блестит. Вот, в отличие от вот этих глазок, которые остальные, которые я покупала на Алиэкспресс, это стеклянные глазки. Я уже как-то проверяла их. То есть это не пластмасса, это стекло. И вот эти глазки самодельные. Если вы покупали книгу Анастасии Кирсановой, она там рассказывала, как такие глазки делать. И вот этим глазкам может быть год, может быть больше, и они стали тусклые. Сейчас еще попробую найти какой-нибудь. Так, ну не видно. На видео кажется, что с ними все хорошо, но на самом деле они тусклые стали, поэтому я их сейчас выкидываю. Принцип, когда делаешь глазки на распечатке, немного похож. Там могут использоваться другие материалы, можно заменить, но все равно мне не нравится их качество. Не нравится, что в итоге получается. Как-то мне цвет направить. Вот, в общем, я сказала, что у меня таких глазок больше нет, не хочу я делать такие глазки, и отказалась от заказа. В этих глазках я уверена, что они будут такими красивыми очень-очень долго. Вот. И сама игрушка будет выглядеть спустя несколько лет очень хорошо, в отличие от тех глазок. Так, следующее, что я вам покажу. Вот не помню, показывала я этого единорога или нет. Давайте я уже с упаковки доставать не буду, потому что я собираю сейчас на почту. Впервые у меня так получилось за все время, вот, сколько я делаю на заказ игрушки, сколько продаю. Впервые ситуация вышла, что из-за моей ошибки я увеличила, как это маркетологи называют, свой средний чек.
Вот, значит, единорожка, заказывали вот такую белую единорожку. Покажу. Да, я показывала, что и говорила, что глазки у нее на разном уровне. Попросили сделать мордочку меньше, я сделала. Но еще раз на видео вам сейчас сбоку здесь покажу. И потом мне девушка увидела единорожку, который был на заставке в прошлом влоге. Давайте тоже вставлю вам фотографию. Вот, и она попросила сделать с такой гривой, но чтобы единорожка была розового цвета и мордочку сделать более светло-розовую. Вот здесь этот единорожек лежит, тоже покажу, не буду доставать, покажу вам на видео. Рядышком сейчас вы увидите поближе. Значит, я спокойненько себе делаю этого единорожку. С рогом там все нормально, просто спряталась за упаковку. Вот, и сделала эту единорожку. Значит, захожу поздно вечером в Инстаграм, вижу, что пришло сообщение в директ. Открываю, читаю, и эта девушка мне пишет, что она бы хотела, показывает мне скрин вот этого единорожки, чтобы тело было из гривы вот такого немножко сиреневого цвета, да, а мордочка была розового цвета. Я такая: "Как же так? Как я так лоханулась?" Вот, в общем, я розового сделала, думаю: "Ну ладно". Сделала такую гриву. Я, наверное, уже придумала, как делать эту гриву, чтобы она хорошо держалась, потому что, кто делал, кукол, и в технике Ами Dolls, тот знает, что там нужно валять. В общем, шерсть приваливать нужно. А когда размер головы буквально 1 сантиметр, даже меньше, сделать это очень-очень тяжело, поэтому тут нужно использовать немножко другую технику. Ну и в итоге я сделала вот такую единорожку. Тоже я ее уже запаковала. Давайте тоже покажу вам на видео рядышком. И здесь я использовала не шерсть. У меня, это белая вот в этой единорожке, это итальянская шерсть, длинноворсовая, или как она называется, валяние, я не помню, как это все называется. Я использовала не шерсть, а здесь я использовала вискозу. Мне как-то отдали небольшие кусочки вискозы. Мне казалось, что у меня больше там цветов, но в итоге я, конечно же, заказала себе набор цветов вискозы. Вот, я думаю, что когда они приедут, я вам покажу, там очень нежные, такие нежные-нежные девичьи пастельные оттенки. Мне так понравилось делать этих единорожек, что я думаю, что сделаю разных цветов, и грива тоже будет разная. У меня еще есть красивая золотистая вискоза. В наборе такой вискозы нет. И вот эта белая, она такая шелковистая. В общем, когда я сделала и хвост, я буду по-другому делать. Здесь хвост выглядит как у льва, вот у этой единорожки лучше видно. Я буду делать как у лошади, то есть не буду делать вязаную часть, а у меня будет полностью сделана как грива. Вот, и, в общем, я сделала эту гриву из вискозы, хвост из вискозы. И потом, когда делаешь, используешь сначала длинные ворсинки, потом их подстригаешь, вычесываешь. Ну, там долгий этот процесс идет. Вот, и, значит, я расчесала. Приходит моя младшая дочка и говорит: "Это же единорожка Рапунцель". И мне так понравилось, как она выглядит. Возможно, немножко длинновато все-таки эта грива. Я в итоге решила показать этой девушке единорожку, как она есть. Говорю, что вот младшая дочка пришла, сказала мне не обрезать гриву. И я решила показать вам. И она сказала: "Пожалуйста, не обрезайте, мне очень нравится, она выглядит такой романтичной, мечтательной". И я ей написала вот про эту единорожку, что я поспешила, сделала эту единорожку розового цвета, а потом только увидела, что цвет другой. А белую единорожку она уже оплатила мне. И я говорю, что, ну, так как я сделала на одну больше,
то, в принципе, я всегда даю возможность, ну, возможно, человек увидел такую, потом я предложила, вот есть такая, есть такая. То есть на выбор она могла выбрать вообще одну единорожку либо двух. И она сказала, что хочет всех троих забрать, чтобы это были, ну, брат и сестра для вот этой белой единорожки, то есть всех троих. Ой, ну, конечно, это безумно приятно, то, что понравились все единорожки. И, еще я потом показала, еще у меня заказ на единорожку есть для моей постоянной покупательницы, но она обычно берет большие игрушки. Вот. Я предлагала ей сделать большую единорожку, но она хочет именно совсем маленькую-маленькую, именно как вот, на заставке к прошлому видео было. Вот, так что буду делать еще, такую единорожку. Я думаю, что еще не раз вы увидите их маленьких. Буду оттачивать технику, мне они нравятся. И я надеюсь, что наконец-то вернется, а, тренд на единорогов. Вот в 2020 году очень много было, спроса на драконов. В прошлом году, я даже не знаю, спрос. И в этом году тоже, ну, как бы, такие были плавающие спросы там на грибочки, на лягушек. Я знаю, что много делали девочки, был спрос. И, ну, как бы прям вот чтобы я много-много каких-то однотипных игрушек разных цветов создавала, вот последние 2 года нет. И, ну, посмотрим, потому что в, прошлых месяцах я делала достаточно много драконов в орешках. Сейчас все. То есть это была какая-то акция не единоразовая, ну, какой-то небольшой промежуток времени. Все, как только у меня появились наконец-то замечательные орешки, спрос упал, но ничего страшного. Я же делаю еще, этих, гномиков в орешках. Я делаю, ам, белочек в орешках, зайчиков у меня иногда покупали в орешках. То есть орешки разойдутся потихоньку. Возможно, я что-нибудь придумаю, как-то их по-другому делать, как-то по-другому украшать, может, там постельки какие-то делать, я сделаю. Вот. И, кстати, вчера, значит, вечером я увидела репост на одно обучение. И, если вы смотрели прошлый влог, я там говорила, что хочу, ну, во влоге было написано, мысли о смене ниши. И я там говорила, что, возможно, буду вязать для кукол. Ну, я как бы буду вязать, во-первых, потому что у меня дочка попросила на этот день рождения ей купить Барби. Я купила коллекционную Барби из, коллекции вот, кто знает, очень красивая есть, куколка из, коллекции "Лупс". Вот она там одна такая прям выделяется, прям очень-очень красивая, с, такими длинными, волосами. Я, наверно, вставлю вам фотографию, если не забуду. Вот, в общем, я ей подарила такую куклу, и, мне, хотелось бы для нее, возможно, связать наряды. Ну и, соответственно, если там, что-то будет красиво получаться, за какие-то денежки выставить в других магазинах, может, кто-то захочет купить. Не хочу какие-то сложные делать, наряды, либо какие-то, ну, если честно, мне вязаная одежда для кукол не всегда нравится, потому что она выглядит, ам, непропорционально, наверно. Очень многие используют, достаточно толстые ниточки, куколка маленькая, и там типа за, небольшой промежуток времени, конечно же, не за 5 минут, но в час можно вложиться и спокойно связать там, допустим, платье, оформить его, и, оно будет готово, да. Я же хочу именно, что пропорционально. Если платье, то, скорее всего, из мулине вязать, и это очень долго будет. И я не знаю, сколько это по времени будет затрачивать, будет ли это пользоваться спросом, будет ли это красиво выглядеть. Плюс я хочу использовать не просто там, платье, как вяжут, ну, берут какой-то узор и вяжут платье, а я хочу именно, сделать в уменьшенном виде красивые модели, которые вяжут для взрослых людей, ну, для людей, да. Вот, только сделать эту уменьшенную копию на куклы. Пока я не понимаю, как это сделать, но вот эти мысли у меня крутятся. И в итоге,
Что вчера? Вчера я нашла этот пост об обучении и записалась на него, оплатила, записалась. В эту субботу начинается обучение, и снова я подалась в полимерную глину. Но это вообще, ну вот как меня туда занесло, я не понимаю. Я видела работу этой девушки, но очень сильно ее не смотрела, не наблюдала за ней. Но мне нравится ее миниатюра, она миниатюрой занимается. В общем, я подалась в полимерную глину. Пара-пара-пам. Я не понимаю, как у меня мысли, идеи, как блохи реально скачут. То я хочу этим заниматься, то хочу этим заниматься, то просто попробовать. Но я туда иду как бы не потому, что я хочу в дальнейшем заниматься этой полимерной глиной. Я хочу взять какие-то идеи, мне интересны некоторые моменты, которые она делает в своих игрушках, и перенести это на свою миниатюру, что-то интересное добавить, потому что, ну, пока в некоторых вопросах я так плаваю, да, знаете, как когда экзамены, что-то изучаешь, на какую-то профессию учишься, так вот, в некоторых вопросах студенты плавают, так и я. Я вроде понимаю, как это можно сделать, но мне хочется посмотреть, как другие мастера это делают, и, возможно, меня это натолкнет на что-то свое, что-то интересное, сделать свое. Вот, значит, вчера я зашла в магазин, купила себе новую бобинку Гутермана, которая светится в темноте. Вот видите, сколько я вывезла и какая она была. Я ее уберу сегодня, просто оставила вам показать. И вчера вечером я взяла и закончила носочек. Так, ну вот так вот не очень красиво будет выглядеть рабочий стол, ну ладно. Значит, закончила носочек, и что я хочу сказать. Мне не очень нравится эта техника, как она выглядит на ноге. Я уже примерила, и они не то что растягиваются, но все равно, когда одеваешь, появляется вот такой вот, ну, то есть так они выглядят красиво, симпатично, мне нравится, да, вот а, как оно так выглядит. А когда одеваешь на ногу, оно немножко растягивается, и получается такой некрасивый эффект. Сейчас я все-таки ближе вам покажу. Вот так вот получается. И перестают читаться эти полоски. Возможно, после стирки не будет такого эффекта. Вот когда растягиваешь, видите, оно появляется не пойми что. Почему мне не нравится. Они не растягиваются на ноге вот так вот вширь, но все-таки какой-то такой эффект есть. То есть не видно таких вот красивых полосочек, как здесь, например, когда на ножке это все. Поэтому второй носочек я, конечно, довяжу. Вот здесь такой вот подъем, пяточка бумеранг. С этой стороны более красиво. С одной стороны у меня красиво выглядит, с другой стороны, ну и так себе. И вот с этой стороны, кстати, здесь была смена ниточки, поэтому, во-первых, тут такой шовчик получился, как будто неровный, но я думаю, что после стирки это все поменяется. Вот, я их постираю на блокатор и сделала достаточно длинную резинку. Здесь у меня 40 рядов. И закрытие с накидом. Я закрываю с накидом. Мне нравится, как это выглядит. Немножко край такой непонятный, но все равно нравится мне. И они удобно одеваются. Все хорошо. Вот. Так что буду еще вязать второй носочек. Что по планам? По планам, значит, я буду делать единорожку, как не такую, как здесь, а вот именно, которая была в прошлом влоге. Покажу вам. Если не показывала, честно, не помню, показывала или нет. Вот. На этом, наверное, пока что все. Много наговорила вам. Ну, покажу вам еще в других подключениях другие игрушки. Итак, всем привет. Я не знаю, когда последний раз снимала предыдущий кусочек. Вообще не помню, когда это было. Поэтому просто как будто сначала расскажу. Значит, я сейчас сделала здесь у себя перестановку. Я решила сесть лицом к окошку. Раньше я сидела боком. Сейчас я все перевернула.
И пока делала перестановку, у меня тут случился небольшой бардак с игрушками. Заодно вам покажу, расскажу, что я сделала. Вот, в общем, давайте приступим. Значит, последнее, что я помню, во-первых, вот это я вам показывала, щеночка и уги-буги. Их уже показывать не буду, до сих пор у меня лежат, нужно убрать в игрушки, там, где у меня лежат все игрушечки. Также я вам показывала вот этого симпатичного сиамского котика. И потом я решила сделать сиамского котика, попробовать именно с такими глазками, практически натуральными, но ничего у меня не получилось. Пришлось эти глазки заменить, и у меня появился еще один котенок. И посмотрите, как меняется выражение мордочки, которое зависит от того, как расположены глазки. То есть у второго котенка, вот у этого, получилось, что глазки расположены выше мордочки и чуть ближе друг к другу. А у первого котенка практически на уровне мордочки и дальше друг от дружки они находятся. Так, значит, котята. Котят тоже нужно убрать, вернее, наверное, надо отфотографировать второго котенка и убрать на хранение. Следующее, что я вам покажу, давайте парами буду показывать. Значит, я связала 2 утят. Надо мне достать на балконе баночки для утят. Мне одна девушка в Инстаграме написала, зачем же я, она не про утят писала, а про божью коровку. Зачем я засунула в баночку божью коровку? Наверное, вставлю вам фотографию или видео, как это выглядит. Я их туда засунула, потому что это интересно очень смотрится. Это, во-первых. А во-вторых, оттуда всегда можно достать. Единственное, что они не достаются из баночки руками, нужно пинцетом доставать. Вот, поэтому небольшие трудности. Ну вот, например, если эти уточки посадить в баночку, этих уточек, то я оставляю кончик вот этой ниточки голубой, чтобы уточку можно было вытащить. Вторую уточку, опять же, только с помощью пинцета можно достать из баночки. Следующее, что я вам покажу, не помню, показывала или нет, связала еще одного единорожку. Этот единорожка будет в подарок. Подарок моей любимой заказчице. Я знаю, что она перед Рождеством сделает еще один заказ, и я вот хочу в подарок ей отправить такого маленького единорожку, потому что она, в принципе, покупает у меня большие игрушки, которые связаны из софти, и ну, вот такие из хлопка из ириса. Маленьких игрушек у нее мало моих, вот, но все-таки есть. И она как-то написала, что ей очень понравилось. Но потом она, скорее всего, передумала, что хочет покупать. Ну, а я решила сделать ей такой подарок. Я думаю, что она будет рада получить такого единорожку. Кстати, обратите внимание, у предыдущих единорожек я делала глазки, выбирала самые маленькие из тех, которые приезжают с Алиэкспресс 2 мм. Здесь же я сделала глазки из бисера. Как видите, он практически не торчит. Вот. И, конечно же, получаются глазки такие неровные. Если те глазки с Алиэкспресс, они кругленькие, здесь, как видите, они такие больше квадратные. Но как вариант тоже имеет место быть, тем более они более лаконично, более пропорционально смотрятся на таких маленьких игрушках. А те глазки, хоть я выбираю самые маленькие, все-таки они большеваты. Ну, тоже мне под настроение. Также я связала вот такую калу по мастер-классу Анастасии Кирсановой. Такая забавная, прикольная малышка. Кстати, надо мне связать, наверное, из ириса такую и тоже выставить на продажу, чтобы она была. Вот. Один магазин, кстати, у меня отвалился за это время, пока здесь я была. То есть на одну площадку меньше, где я сейчас продаю, но я не унываю. И еще меня спрашивали по поводу доставки.
доставка сейчас почта работает очень долго, с перебоями. Я уже говорила об этом в предыдущих видео, поэтому для себя я приняла решение, что просто нужно этот вопрос обсуждать с заказчиками. Я объясняю, что такая ситуация, почта работает долго. Значит, я часть игрушек, которые отправила на склад, они оттуда уходят, и доставка достаточно быстрая. А те, которые я отправляю из Беларуси, получается доставка где-то месяц-полтора, иногда до 2 месяцев доходит. Отслеживается все это тоже очень сложно, но я очень счастлива, что у меня, как правило, это лояльные очень заказчики, и я иду им навстречу, и они тоже идут мне навстречу и готовы ждать. Я им очень за это благодарна, за то, что, ну, несколько раз было, да, писали, что очень долго доставка и спрашивают, где посылки, но я всегда отвечаю честно, всегда разбираюсь с этим вопросом, и если клиент был совсем-совсем недоволен доставкой, мы этот тоже вопрос решали. И всегда клиент был доволен тем, как этот вопрос решался. Так, следующую компанию, которую я вам покажу, это а, бычки. Вот такие, вот такая пара бычков. Я думаю, что они интересно будут смотреться вообще вместе. Вязать именно игрушку, чтобы большая была и маленькая. И можно продавать, тоже предлагать в комплекте. Вот, например, для этих сиамских котиков тоже можно связать маленьких сиамских котиков. И тоже, чтобы было как бы как мама и дочка. Ну, так получилось, что один заказчик заказывает и такую игрушку, и, ну, почему бы не воспользоваться моментом и не сделать именно такие сеты. Еще один сет, который я повторила в другом цвете, это единорожки. Давайте я вам сначала покажу их вместе, а потом покажу люлечки. Так, значит, я, так как вернулась одна из постоянных моих покупательниц, тоже очень-очень случайно, я прям удивилась, что она меня нашла на другой площадке. И я у нее спросила, она заказала 2 единорожек белого цвета. Я ей предложила на выбор связать другие единорожки. Также ей показала, что есть вот такой вариант сделать гриву. Также сделать могу гриву длинную, но она захотела гриву именно вот такую, вязаную. Поэтому я 2 сделала вот таких единорожек. Единственное, чем они отличаются от белых, это тем, что я сделала маленькие мордочки для них. Вот такие 2 единорожки. И в комплект к этому набору я вяжу вот такую маленькую люлечку. Да, помещается маленькая единорожка. И получается вот такой комплект. То есть у меня уже будет на выбор, покажу, что могу связать в разных цветах. Вот. И удивительно, что тоже и в Инстаграме заинтересовались, много отклика было, много просмотров, именно когда такой комплект был. И последнее, что я вам покажу из готовых работ, это вот такой вот мишка. Я его буду отфотографировать и снимать видео, поэтому одежка для него уже готова, но я еще ничего не собирала. Значит, у этого мишки будет вот такое маленькое платье. Так. Шапочка и сумочка. И еще в комплект, кстати, мне нужно достать. Давайте это сделаем с вами вместе. Я сделала перестановку, сейчас мне надо будет все это искать. Значит, что мы ему дадим в комплект? Во-первых, я хочу, наверное, положить конфетку ей, этой мишке. Я как-то делала из... Так, ладно. Из полимерной глины делала эти
пирамидки и потом налепила вот таких вот конфеток простенькие. Так, наверное, также у нее будет пирамидка. Давайте вот эту возьмем. Игрушечная пирамидка. И еще бабочку. Так, у меня там комплекты оранжевые есть. Давайте вот такую бабочку оранжевую. Я ее оформлю и прикреплю вот сюда на цветочку. Такая постельку я еще сделала. Постелька будет в мои контейнеры. И вот так это будет закрывать. Так. Вот контейнеры, кстати, видите, отвалилось. Поэтому нужно мне будет взять другой контейнер. Этот уже пойдет. Я его ломаю сразу, чтобы у меня было видно, что это плохой контейнер. И потом использую как палитру. Если мне нужно что-то покрасить, сюда краска идет. Давайте попробуем этот контейнер. Вот мне с Алиэкспресс приехали эти контейнеры с такой вот штучкой, и мне они не нравятся. Вот этот хороший. Потому что очень много именно из этой партии этих контейнеров, очень много плохих, поломанных. Вот. Так что буду дооформлять эту мишку. Что у меня по планам? Так, вроде все рассказала, что я делала, что у меня есть из готового. Значит, по планам я буду вязать по мастер-классу Анастасии Кирсановой скандинавского гномика. Вот с такой желтой шапочкой. Буду делать ему вышивку просто белой ниточкой. И у меня тут произошли небольшие изменения в нашем распорядке дня с детьми. Я детям все-таки нашла гимнастику. И сейчас 2 раза в неделю я вожу их на гимнастику. Соответственно, там я поработать не могу. Сейчас я вам еще покупочку покажу. Значит, работать я не могу там в плане игрушек. И, соответственно, я занимаюсь другим. Вот мне нужно довязать носочек, я вам показывала. И сейчас я работаю над одним секретным проектом. Когда я его сделаю, я, наверное, вам покажу, расскажу. Хотя, наверное, надо было бы рассказать и раньше. Но мне очень хочется... Ну, в общем, может быть, попозже расскажу. Короче, когда я все сделаю и отправлю, я вам все расскажу, и вы поймете, почему я не хотела рассказывать. Наверное, так. Поэтому на гимнастике я вяжу большие изделия, вот, пока дети занимаются. И, конечно же, у меня минус, ну, так как я работаю в основном вечером в последнее время, то так как гимнастика 2 раза в неделю и дети разновозрастные, соответственно, у меня вылетело в неделю сколько? 6 часов? Нет, не 6. Час плюс полтора. Это 2,5, 5, 6, да, 6-7 часов, пока туда дойти, пока назад. 7 часов у меня вылетело, соответственно, я немножко не успеваю делать то, что я планировала. Так, значит, что я вам покажу? Говорила, что заказала шерсть для гриф единорога. Вот так называется магазин. Шершащий пакетик. Доставать я не буду. Значит, это не шерсть, это вискоза. Длинноворсовая. И ее я буду использовать именно для гривы единорогов. У меня уже отработалась техника, как мне удобно с ней работать. И я посмотрела, что здесь в этом наборе нету белого цвета. То есть здесь есть такой кремовый, розовый, такой нежный, какой он,
как баклажан, только разбеленный. Зелененький, фиолетовый, голубой, вот такой зеленый, желтый и больше розовый, такой тоже нежно-нежно-розовый. Они с этим цветом отличаются. Вот, значит, я все планирую, только до планов нормально это все не доходит, выполнение планов. Потому что в прошлом видео, наверное, и в этом я говорила, что хотела связать маленьких оленят для рождественской коллекции, но не доходят у меня руки. Буду пока что вязать. Вот, кстати, достала пряжу для того, чтобы вязать больших оленят еще, вот, которые будут с этой единорожкой. То есть я свяжу оленят, на которых уже заказ сделали. Мне нужно к определенному времени их связать. А вот эта единорожка будет в подарок. Вот. И для таких единорожек я покупала такую вискозу. Планы у меня не получаются. Плюс я еще тут на днях загорелась пойти изучать еще смежную специальность. Вот, и уже была готова приобрести курс, но потом посидела и подумала, что нет, подожди, куда ты гонишь, что ты себе придумываешь, ничего у тебя не получится. И на самом деле вряд ли у меня что-то получится, потому что не хватает времени на все, поэтому я решила пока что заниматься игрушками, готовиться к Новому году. А с этим обучением я все-таки поняла, там не получится так, чтобы заниматься по часу, допустим, этим. Я же пошла учиться на полимерную глину. Я, по-моему, вам говорила в предыдущей части. Так вот, курс уже начался, а я все никак не могу приступить, потому что у меня не хватает времени, потому что появилась гимнастика, потому что мы заболели. Вот, и почему я не подключалась, я забыла сказать, потому что мы болели, и было вообще не до этого. Так тяжеловато в этот раз дети перенесли болезнь. Особенно так получилось, что они практически вместе заболели, и сейчас еще муж тоже немножко приболевший, и переживаешь по этому поводу, и времени на это все тратится, то туда сходить, то приготовить, поэтому на обучение просто времени не хватает. Но я уверена, что чуть попозже я пройду этот курс, там доступ бессрочный. Вот, хотя, если честно, вот эти бессрочные доступы для меня это гиблое дело, потому что у меня висит 3 курса с прошлого года, я до сих пор их до конца не посмотрела. То есть я начало посмотрела, поняла, что мне это интересно, все круто, и все думаю, потом, так и не досмотрела. Потом, знаете, сижу такая, думаю, ну надо посмотреть хотя бы, ну так, изучить, если не практику применять, то хотя бы понимать, что и как там делается. Начинаю смотреть с самого начала, опять просмотрела 2-3 ролика, и все, времени не хватает. Там через пару месяцев опять думаю, нет, надо все-таки сесть и каждый день хотя бы по видео смотреть. Начинаю с самого начала, чтобы освежить в памяти то, что я уже смотрела. Опять 2-3 ролика посмотрела и опять забыла. Это какой-то, я не знаю, как с этим бороться. Я думаю, что я не одна такая, и у многих в запасах есть, особенно у вязальщиц, все эти мастер-классы, эти курсы, эти постоянные наборы пряжи, когда мы заваливаем, захламляемся вокруг. Но я не считаю, что это хлам, но просто факт в том, что очень много вещей находится вокруг нас, и я не могу с ними расстаться. Потому что у меня девочки растут, им надо что-то то там, то иголки, то крючки, то нитки, то бисером они начали заниматься, то вот повалять им захотелось, надо шерсть им дать, то есть чтобы они пробовали, то пошить ткани тоже есть. Да? То есть это хорошо, что у меня есть много всего, но этих вещей так много вокруг меня, что мне иногда хочется все взять и распродать. Потом я сижу и такая думаю, не-не-не, подожди, притормози, не нужно этого делать, потому что, ну, а что дальше делать? Да, я деньги выручу с этого, как бы какие-то, но потом вот ребенок приходит и говорит, мне надо для валяния.
что-нибудь. Хорошо. Потом я придумала вот такую единорожку. Но продала бы я эти запасы шерсти, которые я купила и которые не использовала. Тоже обучалась на курсе по валянию. Если вы помните, кто со мной давно, я как-то пошла, забыла, как зовут, Екатерина. Мы тогда, техника была силикона и валяния. Я проходила эту технику, тогда она купила много шерсти. Вот с тех пор у меня лежит, сколько прошло? 2 года уже, наверное, прошло, если не больше. Вот, и тут вот, лежала эта шерсть, лежала. Я ее, конечно, применяю и для других нужд, иногда она мне нужна, там и куколок, когда делаю волосы, да, иногда нужна шерсть. И вот, загорелось мне таких делать единорожек. Я поняла, что из шерсти грива получается, ну, так себе, мне не очень нравится. Мне понравилось, вот когда я взяла вискозу. Она прям вообще, она так лоснится, и она такая длинная, намного длиннее, чем шерсть. Ну, конечно же, мне надо купить, эту вискозу. И вот я купила целый набор, вискозы, да. Ну, вот такая вот я, а, как это, все в дом, все в дом, тащу все в дом. Куда это все потом реализовывать? Мы сегодня в одном чате ржали, что, там у кого насколько хватит запасов. Я говорю, моих запасов на мою работу хватит лет на 10 точно. Но что делать, если вдруг переезжать? Я просто смотрю на все свои запасы и думаю: "Боже мой, не дай бог куда-то переезжать, это просто кошмар кошмарный". Но я не расстраиваюсь по этому поводу, рассказала свои мысли. Со своими запасами я ничего не собираюсь, делать, капитально, то есть распродавать их не собираюсь. Не хочется мне это делать. Максимум, что я сделаю, это, ну, вот часть пряжи я увожу, маме своей, потому что она вяжет для нас, изделия: носочки, варежки, кофточки девчонкам вяжет, жилеточки. Вот, так что пряжа, та, которая на изделие, я отвожу маме, но у меня очень много пряжи на игрушки, и так как игрушки маленькие, мне прям хватит, да, очень, очень, очень сильно надолго. Ну что ж, это все, что я, наверное, хотела вам рассказать. Буду завершать этот влог, потому что та часть, я помню, большая получилась. И эта часть, тоже уже выходит не маленькая. Рассказывайте, как у вас с запасами. Кстати, я не так, давно снимала, небольшой там, кусочек во влоге, показывала, своё хранение, как у меня что. И рабочий стол показала, и стеллаж свой с разными штучками показала, и шкаф показала, как я сейчас переместила пряжу, как она у меня хранится сейчас. И знаете что? Сегодня полезла искать для, оленят, мне нужен был, белый цвет. Вот, и я обнаружила, что у меня остался один моточек ириса белого цвета. Есть другие цвета достаточно много, много такого коричневого, бежевого. Вот это вот не белый, это такой молочный цвет, есть еще немножко темнее, чем этот цвет. В общем, этих цветов у меня много, а белого остался всего один моток. И что вы думаете? Нужно залазить на Wildberries и срочно искать, купить упаковочку пряжи Ярнард. Кстати, вот когда я покупала пряжу, носочную, я посмотрела, сколько стоит по интернет-магазинам. Сначала приценилась, потом зашла на Wildberries и поняла, что там, можно найти выгоднее, потому что ты, когда просто ищешь пряжу, смотришь, очень многие позиции намного дороже, чем в магазинах. Но, если хорошенько поискать, вот, потратить на это чуть больше времени, то можно найти дешевле, чем в магазинах, ну и тем более, чем в оффлайн-магазинах каких-то, да, если приходить. Поэтому Wildberries, хоть он там сейчас цены и поднял, но все-таки выгоднее. И, например, я там нашла, туда перешли магазины Мешкоделы, там нашла и волосы, потому что полимерной глиной я собираюсь куколок лепить. И, также я нашла шплинты, которые я раньше покупала. Там покупаешь больше, но получается выгоднее, платишь дешевле. А шплинты вот именно маленькие я нашла, там 6 миллиметров, тоже здорово, и цена приемлемая.
Ну, в общем, я, как всегда, в своем репертуаре покупаю и покупаю, и не знаю, когда это все закончится. Наверное, никогда. Это у меня, наверное, на всю жизнь буду так скупать все. Вот, ладно, буду убирать сейчас свою красивую вискозу, потому что в ближайшее время, единорогами я не собираюсь заниматься. Также нужно, заняться немножко другими площадками. Повторюсь, какие площадки сейчас, на каких я работаю, вы уже смотрите сами, подходят они вам или нет. Это, Inspire, Uplift Uplift. А, я, наверное, не знаю, как вам оставить. Давайте вот на эту площадку я вам оставлю ссылочку, потому что там, если вы на этой площадке будете регистрироваться по реферальной ссылке, если у вас случится продажа по этой, то у вас, $25 комиссий, спишется. То есть, там какой-то процент, забирает сама площадка, но если вы по реферальной ссылке регистрируетесь, вообще регистрация бесплатна, но вот $25 возвращается, на комиссии. Оставлю реферальную ссылку в инфобоксе. Также я, вышла в этом году на eBay. Конечно, это типа как, наш белорусский Куфр, либо, как это в России называется, забыла. В общем, там, где продается барахолка, короче. eBay — это американская барахолка, сложновато там, но все-таки хоть что-то есть. Дальше это Daily Doll Shop. Там у меня не было, продаж вообще, но я не отчаиваюсь. Потихоньку тоже надо туда подгружать работы. Часть работ у меня там есть. Были у меня там продажи, потому что у меня клиентка туда я привела. В самом начале. Также это Пинкои. На Пинкои, нужно подавать заявку. Я думаю, что вы слышали эту площадку. И еще одна площадка, которая у меня осталась с прошлого года, это Тэтсби. Тэтсби остался, и еще у меня Берпайл. Но на Берпайл я не выставляюсь, тоже там глухо. Тэтсби тоже так, не очень. Кстати, прошла выставка, и у меня купили одну игрушку за $54. А, а, э, я на эту выставку заплатила за участие $60. Но немножко тут я прогорела. То есть я опять не заняла ни одного места, и сработала я в минус. Но тоже ничего страшного, ладно. Что ж поделать? Тем более, если учесть, что там на доставку у меня вышло очень много в этот раз на именно эту игрушку, то я, потеряла, ну, выручила я, получается, $30 только где-то. Там 32 доллара, наверное, у меня получилось за игрушку. Все остальное ушло на доставку. Вот, и поэтому я не буду участвовать в следующем году в выставке Тэтсби. Все-таки это не моя площадка. Я попробовала. Первый раз было интересно, второй раз я поняла, что там нужно вставлять игрушки, которые я не хочу делать. Я уже вам говорила, что хочу уходить от игрушек софти, делать их только по желанию, а не потому что это нужно. Мне больше нравятся вот эти вот совсем, малыши маленькие, вот такие. Поэтому я хочу именно плотно ими заняться. Идеи тем более есть, идей много, и хочется развиваться в этом направлении. Из софти я просто хочу вывезать те запасы, которые у меня есть, сделать игрушки и реализовать, пряжу, просто монетизировать ее таким образом, чтобы не вывязывать на какую-то ерунду, не продавать ее, а хочу именно из нее, сделать игрушки, чтобы их потом реализовывать на других площадках. Вот, все. Теперь точно все. Свяжу, этих оленят и уже вам в следующем влоге покажу. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. Я надеюсь, что надолго пропадать не буду. До новых встреч и всем пока-пока.